Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И у нас на обзоре поляк 4 уровня, легкий танк 14 ТП, обычная проходная прокачиваемая ветка, вот такой вот танчик. И я вам сразу хочу сказать, что, как по мне, это танк очень спорный и сложный. Далее все разберем по порядку. Давайте сначала сходим посмотрим бронирование данной машины. А вдруг на этой ЛТшке броня есть? Давайте глянем. Вот наш 14 ТП, красные зоны, наверное, броня есть. Смотрим. НЛД 13, центральная часть корпуса 30, ВЛД 19, подбашенная рубка 30, щеки башни 37, маска орудия 30, люк у нас 26, боковое бронирование 25 и танковать даже что-то может, мелкокалиберные пушки. Брони на нем нету, значит, наверное, быстро ездит, раз брони-то нет. Смотрим. Так, разобрались, брони нет. Давайте модули основные посмотрим. Тут куча пушек, да. Естественно, стоковые второго левела, хотя мы на 4-м левеле, то есть на 2-м левеле пушечки вы, конечно, хлебнете на нем горе в плане настрела. Да, светить сможете, а вот стрелять такое себе. И нас, конечно, интересует топовая пушка с альфой H75 на легком танке. Бронепробить 62, основным 92 голдой. Вот, точность 0.38 более-менее и время сведения даже 2 секунды. Топовая башня чем у нас отличается? Наверняка обзором. Да, плюс 30 метров. И скорость поворота башни плюс 3 градуса в секунду. Однозначно, как ЛТшки, нам нужна топовая рация, топовый двигатель и топовая ходовая. Без них ЛТ не ЛТ. Так, по оборудованию. Открываем весь список и понимаем, что нам для ЛТ нужно. Это глаза, просветленная оптика, для подвижности турбины, чтобы были менее заменты в движении, конечно, малошумная система выхлопа. Еще более-менее модуль нам на эту машину может подойти вентиляция, но я не вижу из уже поставленного оборудования, на что ее можно поменять. То есть этот комплект наилучшим образом для активной ЛТ подходит. Вот. По снарядам у нас основной и голдовый это бронебойные снаряды. Основной летит 885, это хорошо. Голдовый летит 1100, вообще прекрасно. По снаряжению стандартный комплект: ремка, аптечка, огнетушитель. Но поскольку, как всегда, я экипаж пересадил с топовой 8-ки прем-танка, и переобучать на этот корыться я, конечно, не буду. Потом тратить голду назад, переобучать там на топовые танки. Поэтому я себе поставил доп-паек, чтобы хоть как-то нивелировать вот те самые, так сказать, потери в экипаже. Да? Давайте смотреть. По огневой мощи у нас минус 8 пушка клонится. Это минимально комфортный угол наклона орудия, УВН так называемый. По ХП 550. И как для ЛТ это неплохо. Как для ЛТ неплохо. По мобильности 54 вперед. Вау! 22 назад. Вау! 20 лошадей на тонну. В принципе, тоже неплохо. Значит, наверное, быстрая. Сейчас дальше об этом поговорим. Незаметность у нас с малошумкой 29%, что в движении, что без движения. У нас не везде прокачано, а где-то вообще отсутствует перки экипаж по незаметности. Поэтому на 35%, 36 даже вы можете рассчитывать неподвижные машины, в движении там примерно так же. Вот. По обзору у нас все очень плохо. У нас всего лишь 303 метра. Да, с просветленкой. У меня 76 метров штраф, то что командир не обучен на эту машину. И извините, так бы был у меня 380. Мне на нем будет тяжеловато играть. Вот, по плюсам и минусам танка. Первое. Минус самый жирный. Это факт. Я на этом танчике уже катался, знаю. 14 ТП это очень медленная ЛТшка. По обзору, даже если бы у меня не было штрафа, 380 метров это мало, как для ЛТ. Учитывая, что у меня стоит просветленка. Многие СТ на 4 уровне других наций имеют больше обзор в 400 с лишним метров. И это тоже минус. По броне ее нету, и странная вещь.
подвижность слабая и брони нету, хотя должно быть все наоборот. По пушке вопросов нет, пушка здесь комфортная, точная, никаких проблем, как для ЛТ пробитие соответствует. Вот. А по размерам танка, танк небольшой в принципе, поэтому это плюс этой машины. Вот. А по незаметности тоже в принципе плюс этой машины. То есть плюсы на минусы где-то посередине, поэтому назвать эту машину там супер комфортной флешкой язык не поворачивается, это не так. Предлагаю отправляться в бой, посмотрим, как играется эта машина в современном рендере. Погнали! Так, попали мы на песчаную реку, у нас обзор легкого танка Польши, прокачиваем проходная ветка 14 ТП, боем смотрим. Эх, куда поедем светить? Обзор у нас, конечно, не самый лучший. Арты нету. Интересно. Так, еще и 5-й левелап попали. Силу надо свою показать, вот типа, подвижность надо у нашего показать, тesta. кто здесь Как у хозяин. обычного среднего танка на 4-м уровне. Александр Родионович Бородач. Что-то как прикрытие у меня слабое. Я не растерялся, я же охранник. Шпили-выли делать будем. Вот так, опустят ниже плинтусы. Вот, засвет пошел. Ух ты! Выцелел таки. Есть. Есть засвет. 480 есть. Спрятались. Насяльника пришел. Не хотят вперед ехать совсем. Насяльника, привет. Вот мерзость, а. Наш вперед пошли. Насяльника пришел. Насяльника, привет.
сюда! Озвучка вообще. Ладно. Вот она вся гоп-стоп-компания. Ведь кто такие по жизни? Вилли, делать будем. Еще сами что-то стреляет тут. Хотел отпраздновать свой день рождения. Повезло, от Хезера не приняли на всю катушку. Вот так опустят ниже плинтусы. Я не растерялся, я же охранник. Все, мой засвет. Ух ты. Какой злой Стюк. Какой злой Стюк. Вот так опустят ниже плинтусы. Уничтожу тебя моральная. Праздник, еще гурме, присоединяйся. Поехали дальше. Так, сумма у нас почти 900. Ну, подвижность слабая, ребята. Как для ЛТ, мы на турбине и мы ни хрена не едем. Это минус этой ЛТхи. По комфорту игры, конечно, такой себе. Плюс маленький обзор. Понятно, что у меня штраф за то, что командир не переобучен на эту машину, но в целом слабая ЛТшка. Основные характеристики подвижность и засвет, то есть хороший обзор у нас в принципе отсутствует. Это очень плохо. Ну теперь не я вас буду бить, теперь Восток будет бить, понятно? Точно, говно. На тебе. Сюда идите, Вася. Хорошо ты встал. На тебе. Короче, пожевай. раскусил эту тему. Все. Ну и все. Матильда осталась. Но ее без меня убьют. А у нас между тем суммы почти 1200 на 4-м левеле. Это более чем нормально. Учитывая нашу убогую подвижность, убогий обзор, мы что-то даже сделали в этом бою. Бедная Матильда. Все, с ней покончено. Ребята, минус этому танчику при всех даже наших показателях настрела засвета, потому что нет обзора, нет подвижности. Как по мне, танк не играбельный в песке, как ЛТ. Вот. Такой себе, короче. Ставлю твердую троечку. То есть даже на 3,5 не дотянула эта машина, как по мне. Нет. Да. 723 даже у нас засвета. Чуть больше. Вот. Пишите свои комментарии, как вам 14 ТП, как по мне, так это ЛТ танк инвалид. Вот. И играть на нем некомфортно. Пишите, какое вы используете оборудование. Ну, тут что, турбина, просветленка, малошумка. Это наилучшее оборудование для этой машины. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. До скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.